Друзья, всем огромный привет! После небольшой паузы я снова в эфире, и сегодня я вам покажу парочку секретов из обработки Lightroom 2023 года. Да, и не спрашивай меня, где взять тебе новый Lightroom 2023, новый Photoshop 2023. Просто загляни в мой телеграм-канал, там ты найдешь ответы на все твои вопросы. А у нас сегодня будут две фотографии, они в принципе очень достаточно неплохие, но есть пару нюансов, которые мы разберем в процессе обработки. Все материалы для урока будут находиться в описании к этому видео, а для тех, кто впервые на моем канале, буквально парочку слов. Если ты еще не подписался на мой канал, то сейчас самое время это сделать. Поэтому нажимай на колокольчик, переходи в группу ВК или в Инстаграм и забирай в подарок 2 набора пресетов. Ну а если ты хочешь сразу из новичка перейти в статус опытного ретушера, то в обмен на небольшой донат ты можешь получить от меня пресеты уровня Pro и дополнительные материалы. С описанием пресетов Pro и примерами обработки ты можешь ознакомиться в группе ВК или в моем Инстаграм. Также подписывайся на мой Телеграм-канал, там новости, анонсы, помощь в установке программы приложений по обработке фотографий, а также есть чат, в котором можно поболтать абсолютно на любые темы. В группе ВК ты можешь размещать свои фотографии и оценивать фотографии других форумчан. А на канале Яндекс.Дзен видео выходят немного раньше, чем на YouTube. Учти это, если любишь быть первым. Все ссылки на паблики находятся в описании к этому видео. Добро пожаловать во вселенную Art Photo Life и красивых тебе фотографий. Итак, первая фотография. Вот такой вот замечательный мужской портрет, но белый фон, белая рубашка, и немного все это слилось в единый фон. Поэтому давайте мы сейчас отделим наш основной объект нашего персонажа от фона при помощи масок Lightroom 2023. В самом верху панели обработок под гистограммой кликаем значок маскирования. Интеллект Lightroom сразу определил, что это человек, но мы будем работать с фоном. Итак, кликаем на фон и посмотрим, как Lightroom сработает. Ну, что ж, достаточно неплохо. Есть кое-какие огрехи, но в принципе мы будем работать только для нас с левым, для него с правым плечом. Итак, что мы делаем дальше? Наводим на значок маски. Здесь, как вы видите, есть 3 точечки. Нажимаем на них и выбираем «Добавить пересечение с маской с помощью радиального градиента». Наводим курсор и рисуем градиент таким образом, чтобы он у нас закрыл плечо и задний фон. Итак, мы видим, что наш объект, персонаж, не затронут маской. Все, что красное, это маска, и это можно корректировать. Итак, давайте посмотрим. Я сейчас сниму наложение маски. Маска ушла. И как мы видим, вот теперь видите, мы спокойно фон можем регулировать. Ну, мы, конечно, так жестко экспозицию не будем двигать. Давайте с вами сделаем вот что. Давайте мы уберем немного четкость влево. Таким образом, наш объект уже становится немного резче на фоне мутного фона и выглядит наиболее контрастнее. Дальше я подвину светлые области и экспозицию, наверное, буквально на 3 шага будет достаточно. И давайте еще немножко уберем влево текстуру, подразмоем задний фон. Кликаем Enter, еще раз кликаем Enter. Панель масок у нас открылась автоматически. И давайте теперь посмотрим, как фотография выглядела без примененных регулировок и как она выглядит после. Вот такими небольшими манипуляциями мы с вами отделили объект от фона. В каких случаях еще можно применять подобный способ? Давайте откроем следующую фотографию. На этом превосходном городском ночном снимке прекрасно все, за исключением того, что синий темный автомобиль практически полностью слился с синим темным фоном. Ну, не синим, таким серым. Все это такое одноцветное, одинаковое. И мне хотелось бы здесь, конечно же, объект также выделить и сделать его более контрастнее, более интереснее. Но здесь мы с вами будем действовать немного иначе. Итак, кликаем на предмет, и у нас с вами появляется маска, которая выделила объект на фотографии. Как вы можете заметить, маска сработала не очень хорошо, и давайте мы ее подкорректируем. Что для этого нужно сделать? Итак, выбираем «Вычесть», выбираем «Кисть».
И аккуратненько почистим маску там, где ее, собственно говоря, быть не должно. Нажимаете и удерживаете пробел. Таким образом вы можете подвинуть фотографию мышкой, а кнопочками Ctrl+, Ctrl-, увеличиваете изображение, чтобы вам удобнее было работать с кистью. Если вы случайно очистили лишнее, ничего страшного, кликаем «Добавить», кликаем «Кисть», и в том месте, где у вас сошла маска, просто возвращаем ее на место. Итак, друзья, маску мы наложили, но здесь следует помнить вот что. Вы всегда можете настроить цвет маски и ее непрозрачность. Для чего это нужно делать? Ну, если на вашем снимке красный огненный закат, то явно красная маска будет сливаться с фоном и будет непонятно, где она наложена. Поэтому кликаем вот сюда на значок красного цвета. Всегда маска по умолчанию стоит красная. Здесь мы можем выбрать другой цвет. И также, если маска слишком насыщенная и мы не видим, как она заполняет наш объект, мы можем просто поиграться вот здесь непрозрачностью и сделать поменьше, ну или побольше, смотря для каких целей. Это никоим образом не влияет на вашу обработку, это только визуал, который помогает нам обрабатывать наше изображение. Итак, закрываем, маску я сниму. Теперь у меня выделен объект, давайте я сделаю его слегка посветлее, вот таким вот образом. Экспозицию поставлю на 1.16. Добавлю немножко текстурки, ну, где-то, пожалуй, на 30. Немножко четкости на 8. И добавлю немного резкости. Чтобы ваши ползунки двигались плавно, работайте мышкой при удерживании кнопкой Shift. Также я могу поменять тон объекта. Вот здесь у нас есть оттенок. Если мы кликнем здесь и поставим галочку, то корректировка будет наиболее точная. Я добавлю немного циановых оттенков и сделаю слегка понасыщеннее. Давайте еще сделаем потеплее температуру, чтобы фонари стали более ярким таким красным цветом. Все, друзья, что мы делаем дальше? Давайте посмотрим. Итак, вот так наша фотография без маски выглядела. И вот так выглядит теперь наше изображение с наложенной маской. Но это еще не все. Давайте мы теперь нажмем вот здесь на 3 точки. Кликнем «Дублировать и инвертировать маску». Как вы видите, у нас выделился фон, он, может быть, тоже определился не идеально, поэтому добавляем либо вычитаем маску. После того, как мы поправили маску, кликаем на 3 точки, кликаем «Добавить пересечение с маской с помощью радиального градиента». Ну, дальше вы уже понимаете, что у нас произойдет. Вот, друзья, удерживая кнопочку Shift, ваш круг всегда будет ровный, он не будет превращаться в овал. А если при удержании кнопкой Shift вы будете двигать колесиком, то вы будете менять область растушевки. Поставлю я, пожалуй, сюда градиент. И теперь давайте мы не будем пока трогать экспозицию. Сниму я галочку, чтобы убрать маску. И теперь вот что мы с вами делаем. Мы давайте четкость уводим влево. И фон слегка размывается. И объект на таком размытом фоне уже смотрится резче, чем он есть на самом деле. Мы немножко обманываем наш глаз. И теперь давайте посмотрим. Если мы будем двигать экспозицию, то это выглядит слишком грубо. Давайте мы попробуем контрастность увести влево. И, как вы видите, появляется такое легкое, еле заметное свечение. Давайте сюда добавим буквально 1, 2, 3. Я думаю, будет достаточно 3 шага экспозиции. Теперь температуру свечения можно сделать похолоднее, либо потеплее. И добавлю немного фиолетового сюда. Ползунок оттенок подвину немного вправо. Температуру я поставил на 43, это фотография JPEG, поэтому температура отображается не в кельвинах. И оттенок я поставил на 26. Давайте, друзья, еще раз выделим маску и давайте посмотрим, если вам кажется, что внизу светимости быть не должно, как в моем случае, делаем ту же самую процедуру, как мы делали раньше. Кликаем «Вычесть», выбираем кисть и вот здесь вот снизу просто стираем маску, где мы считаем, что светимости у нас никакой быть не должно. И убираем «Показать наложение». Кликаем Enter, еще раз Enter. И давайте теперь посмотрим, какая фотография была без масок и какая стала с масками. Итак, до, после, до, после. И вот такой легкой достаточно манипуляцией мы достаточно серьезно улучшили нашу фотографию.
Ну вот, друзья, на этом короткое, но полезное видео подошло к концу, и если оно тебе было полезным, не забудь поставить лайк. Если не подписан, то подпишись, ты уже, наверное, понял, что здесь очень много полезного и вкусного. Сегодня, как всегда, с вами был Серджо. Желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч!